Компьютерная томография верхней челюсти. Консультативное заключение пациента 23 лет. Дата исследования: 28 октября 2022 года. Дата консультативного рентгенологического заключения: 4 ноября 2022 года. Получены КТ-изображения верхней челюсти на уровне 17-26 зубов. Пневматизация верхнечелюстных пазух сохранена. Дефектов нижней стенки ВИЧ не определяется. Альвеолярные бухты выражены умеренно. Отмечается умеренная диффузная гиперплазия нижней стенки левой ВИЧ до 2-3 мм. Определяется вздутие и деформация фронтального отдела верхней челюсти в проекции верхушек 11-14 зубов, где в перипикальной области имеется киста размером 20 на 17 на 18 мм с четкими ровными контурами, однородным мягкотканым содержимым. Корни 11-14 зубов находятся внутри полости кисты. Определяется дефект твердого неба, со стороны ротовой полости до 13 мм, со стороны нижней стенки полости носа до 11 мм. Справа, 11-12 зубы, пломба по дорзальной поверхности. По дорзальной поверхности коронковой части признаки глубокого кариеса с проникновением в пульпу. Каналы интактны. 13 зуб. По дорзальной поверхности коронковой части признаки глубокого кариеса с проникновением в пульпу. Канал интактный. 14 зуб. Пломба по жевательной поверхности без проникновения в пульпу. 16 зуб. Пломба по контактной 15-16 поверхности без проникновения в пульпу. Слева, 22 зуб. Пломба по контактной 21-22 поверхности без проникновения в пульпу. 24 зуб. Пломба по контактной 24-25 и жевательной поверхности без проникновения в пульпу. В коронковой части под пломбой по контактной поверхности признаки кариозной полости без проникновения в пульпу. Канал и перипикальная область интактны. 25 зуб. Пломба по контактной 24-25 и жевательной поверхности без проникновения в пульпу. 26 зуб. Признаки глубокого кариеса 26-27 контактной и жевательной поверхности с проникновением в пульпу. Заключение. Признаки радикулярной кисты фронтального отдела верхней челюсти с формированием костного дефекта твердого неба. Признаки глубокого кариеса с проникновением в пульпу 11, 12, 13, 26 зубов. Врач-рентгенолог Кайзеров Е.Ф.